Привет, друзья! Всем привет! С вами Макс. И с вами Юля. Сегодня мы хотим немножко поговорить об образовании в России, о высшем образовании в России. Да, Юля? Верно, Макс, да. Очень обширная эта тема. Мы не сможем, конечно, поговорить обо всем. И в этот раз мы не сможем, к сожалению, поговорить об иностранцах в России, об иностранных студентах в России. Мы поговорим про то, какой система образования была, когда мы учились, какая она сейчас. Ну и вообще обсудим какие-то, может быть, основные отличия российской системы от, например, западной системы. Да, Юль? Да, попробуем. Давай начнем с того, когда мы с тобой учились. Какая была система? Это было где-то лет 10 назад примерно. Да, когда мы учились, на самом деле, когда ты учился, Да. потому что я уже попала на изменения. Сейчас система высшего образования делится на две ступени. Бакалавриат, это первые 4 года обучения. 4 года бакалавриат. И 2 года магистратура. 2 года магистратура. И то, и другое является высшим образованием, ну вот, как 2 ступени. И я уже попала на эту систему, а вот ты учился по какой-то другой, да? Да, я учился по другой системе. Я учился 5 лет, и я получил диплом специалиста. Вот 5 лет. То есть не было бакалавра и не было магистра. Был просто специалист. Потом эта система изменилась, да? Ты уже училась по другой системе. Да, я получила диплом бакалавра. Ты училась 4 года. 4 года. И потом я не стала поступать в магистратуру, потому что мой бакалавриат был в сфере юриспруденции, и я уже тогда понимала, что я не буду работать юристом, и я решила не продолжать учиться на юриста, потому что, зачем, у меня уже есть диплом о высшем образовании. А вот сейчас, спустя 7 лет после окончания бакалавриата, я решила поступить в магистратуру, и я сейчас учусь в магистратуре по педагогике. Ясно. То есть этим летом я поступила в магистратуру. То есть ты снова студент. Я снова студент. Это прикольно. Но Юля не просто поступила в магистратуру, она поступила в магистратуру онлайн. Она учится онлайн, и вообще все происходит онлайн, что на самом деле для России, по-моему, чуть ли не первый такой опыт, да? Да, я не буду утверждать, что он первый, но это действительно такое большое нововведение, потому что всегда была заочная форма обучения. Да, давай про форму поговорим. Да, есть очная форма обучения, когда ты должен каждый день ездить на пары в университет. Есть очно-заочная, это значит, что ты тоже ездишь на пары, но их меньше, и они вечером. Я как раз в бакалавриате училась на очно-заочной. Я днем работала, а в 6:30 вечера ехала на пары. А есть еще заочная форма обучения. И в классическом смысле заочная означает, что ты учишься на протяжении семестра самостоятельно, где-то дома, но приезжаешь на 2-3 недели в университет в конце семестра. А вот та система, где я сейчас учусь, полностью онлайн, означает, что мы никуда вообще не приезжаем. То есть у нас собрались люди со всей страны, а университет в Москве, и нам туда не нужно будет ехать вообще ни разу. А диплом получить? Пришлют. Удобно. С одной стороны удобно, с другой стороны, понятно, что сейчас очень идут горячие споры вообще на тему онлайн-образования как бы основного образования, да. И многие говорят, что онлайн-образование не может заменить вот этого живого контакта преподавателей и студентов, да? Что ты, кстати, по этому поводу думаешь? Я непосредственно занимаюсь онлайн-образованием, да, это моя основная сфера деятельности, и та магистратура, где я сейчас учусь, учит меня проектированию образовательного опыта. Так. И я считаю, что онлайн сейчас это вот просто первая стадия его развития. Сейчас действительно очень многие учебные заведения просто переносят формат привычной лекции
просто в онлайн. И это не работает. То есть если просто делать то же, что ты делал офлайн, делать это онлайн, это днище. Да, это не работает, потому что мы не можем усваивать информацию так же, как если бы это было Я согласен. вживую. Вот такая лекция, Zoom, немножко такой темный фон, и вот такой профессор, и вот, значит, рассказывает, и вот видно, что в зуме участники зума постепенно этот выключил камеру, этот выключил камеру, этот выключил камеру, этот выключил камеру. То есть, это правда сложно. Одно дело, когда ты на лекции, у тебя как-то срабатывают какие-то, не знаю, этика, да, что ты все равно как-то стараешься вести себя хорошо, стараешься слушать, ты прилагаешь усилия. А дома на диване... Все. Я считаю, что онлайн будет развиваться, к этому можно относиться по-разному, но это наше будущее, для некоторых уже настоящее. Так же, как и цифровизация, да. Хорошо, плохо, но это будет развиваться, нельзя этому помешать. Да, и наша задача сейчас, тех, кто занимается образованием, найти как раз новые инструменты, новые форматы, чтобы онлайн был качественным. Пока что это просто самое-самое начало, и нельзя делать выводов о том, что что-то удалось, что-то не удалось. Кстати, в России же можно учиться бесплатно на высшем образовании. Да. Давай об этом поговорим. Хорошая тема. Действительно, мы можем в России пока еще учиться либо платно, за деньги, либо бесплатно, без денег. У нас есть две, для студента две формы, или два типа, две формы обучения. Это бюджетная и, как она называется? Коммерческая. Коммерческая, да, коммерческая и бюджетная. Так вот, ты после школы сейчас сдаешь единый государственный экзамен, да. ЕГЭ, это аббревиатура. И на основании результатов этого экзамена ты можешь рассчитывать на МГУ или на какой-нибудь там что-нибудь, вот это ТРПХ, какие-то еще буквы, да. То есть это похожая система на китайский Гаокао, да? Кажется, да, потому что там тоже баллы на экзамене определяют, куда ты сможешь дальше Да, поступать. но мне кажется, что, возможно, в Китае это чуть более важно. То есть у нас, некоторые родители такие: ой, ЕГЭ, сдаст как-нибудь, все равно можно поступить, все равно есть варианты. Можно пересдать ЕГЭ. То есть ЕГЭ, если даже ты плохо сдал ЕГЭ, это не ставит на тебе крест. Это не значит, что все, пока-пока, ты будешь убирать улицы. Это не значит это, правильно? Не значит, да. Но в Китае, по крайней мере, по моему ощущению, это гораздо более важный аспект, потому что все: Гаокао, что делать? Вот, хотя у нас тоже многие. У нас многие школьники, ЕГЭ. к сожалению, живут под огромным давлением из этого ЕГЭ, и это, на самом деле плохо, потому что в какой-то момент школьнику кажется, что вот от этого ЕГЭ зависит все его будущее. Хотя мы, конечно, понимаем, что это не так. Но вот родители тоже подбавляют масло в огонь, что вот, ты не сдаешь ЕГЭ, ты станешь никем. И, к сожалению, это большая психологическая проблема. Получается, цель, как будто у студента, у школьника такая сидит мысль, что цель образования — это хорошо сдать ЕГЭ. Да, как будто за ЕГЭ дальше ничего нет. Да, то есть вот главное — это сдать ЕГЭ, остальное все там уже как-нибудь, что-нибудь. Но вот сдать ЕГЭ — это прям основа. Я, кстати, учился, когда ЕГЭ только еще вводили. Это был такой экспериментальный опыт. Я сдавал ЕГЭ по русскому языку. Как ты сдал? Неважно, как я сдал ЕГЭ по русскому языку. Если бы в тот момент мне сказали: Макс, ты станешь учителем русского языка, моя реакция была примерно какая-то вот такая: что? Да ладно, учитель русского. Серьезно? Примерно вот такая у меня была бы реакция. Я бы нахрен, простите, не поверил бы в жизни, что я буду этим заниматься. Но потом были большие изменения, и потом я даже получил высшее образование как учитель. Но мы говорили о том, что я сдавал ЕГЭ, и это был эксперимент. Но следующее,
классы, следующие года, уже люди сдавали ЕГЭ, уже прям вот это был как... Это было обязательно. Это было обязательно, прям вот это уже было очень важно. Да. А что было до ЕГЭ? До ЕГЭ были просто экзамены. То есть ты приходишь сдавать экзамен по русскому языку, ты пишешь там диктант, сочинение, что-то там вот такое. Приходишь на математику, решаешь задачи, и твой учитель тебя оценивает. Да, и в университет ты сдаешь отдельные экзамены. Да. То есть почему он единый? Потому что ты выпускаешься из школы, и с этими же результатами можешь отправить документы там, в определенное количество университетов. А раньше вот ты хочешь поступить там, в 3 разных университета, попробовать поступить, и ты в каждом университете пишешь отдельный экзамен. Сдаешь экзамены, И, да. по сути, ну, школьные оценки там могли дать какие-то плюсы, например, к твоему поступлению, но они не определяли целиком и полностью твое поступление. Да, то есть ты в школе раньше, ты в школе сдал экзамены плохо, но ты можешь все равно поступить в университет с большей вероятностью. Сейчас ты сдал ЕГЭ, и, по сути, ЕГЭ, ну, имеет большое влияние на твой успех, не 100%, но большое влияние имеет на шанс поступления или не поступления в университет. И вот я так понимаю, что многие поэтому критикуют ЕГЭ. Критикуют ЕГЭ еще за то, что, поскольку к нему активно готовятся, то чуть ли там не с начальной школы начинают детей готовить вот именно к сдаче ЕГЭ. То есть то, о чем мы говорили, утрачивается смысл образования, мы учимся там, писать тесты и писать те форматы, которые нужны для ЕГЭ. Да, это как сдавать экзамен по русскому языку, ТРКИ, это как сдавать IELTS, TOEFL, там что бы то ни было. Ты должен именно научиться сдавать экзамен. Сам формат, сам экзамен важен. Неважно, ты можешь быть гуру английского языка или гуру русского языка, но ты все равно должен знать, ты должен уметь, как сдавать этот экзамен. Поэтому лично я эти экзамены недолюбливаю, так скажем. Вот, и мы говорили про бюджетную, да, форму. Действительно, в государственных университетах можно учиться бесплатно. Обычно, там, не знаю, 20, максимум, там, 25 бюджетных мест на курс. Если ты хорошо сдал ЕГЭ, ты можешь поступить и учиться бесплатно. Да, на бюджете. И тебе еще даже государство будет платить стипендию каждый месяц, там какую-то очень маленькую сумму денег. Да, очень маленькую. Очень маленькую. Вот. И в России ты можешь 1 раз бесплатно получить степень бакалавра и 1 раз бесплатно получить степень магистра. Ты сейчас учишься бесплатно или Я платно? сейчас учусь бесплатно. Юля молодец. А я учился платно, потому что я был оболтусом. Эй! Я реально был оболтусом в те годы. И поэтому когда мне сказали: Максим, кем ты хочешь быть после школы, Максим сделал вот так. Ну, честно, это, конечно, выглядит глупо, но я, правда, понятия не имел. Ну, это долгий, конечно, такой топик, почему школа для меня была сущим адом, концлагерем, гулаком и так далее. Но, в общем, мое образование началось уже после школы, это точно. Ну вот, школы не определяют, по сути, тебя как дальнейшего специалиста и профессионала. Зачем это все было вообще? Все мучения. Да. И получается, вот, да, если ты 1 раз бесплатно обучился на высшем образовании, если ты хочешь 2-е, 3-е высшее, даже если ты сдашь экзамены там на 150 баллов из 100, ты не можешь бесплатно получить 2-е высшее. Давай так. Сколько примерно в пропорции в России государственных университетов, сколько коммерческих университетов? Ну, примерно. Ну, как ты думаешь? Я бы сказал так. 80% государственных, 20% частных. Я бы, наверное, сказала, может быть, 30% частных. То есть, да, 20-30% примерно, ну, это так, мы вот это чувствуем. Да, мы не опираемся на статистику сейчас. Все равно, ну, больше точно государственных университетов в России. К ним больше доверия. Да. Потому что частные университеты, ну, и сейчас воспринимаются как что-то, ну, может быть, ненадежное. А вдруг они лицензию потеряют, и твой диплом не будет иметь никакого веса. Теперь насчет... Давай скажем, сколько людей учится платно, сколько бесплатно. Ну, по крайней мере, давай так вот в твое время, когда ты училась,
ты была в школе, сколько из твоих как-то друзей поступило за деньги, сколько бесплатно? Я просто помню, что из моего класса, 11 класса, ну, не знаю, ну, точно половина школьников поступила бесплатно в университет. Ты можешь что-то такое сказать? Ну, у меня больше половины. У нас был, что называется, гимназический класс, куда собрали отличников. Умные дети. Ужас. И многие учились бесплатно. Ну, то есть, да, действительно, в России очень многие учатся бесплатно. Хорошо, давай буквально очень кратко. Как ты думаешь, сейчас образование в России, вот это высшее образование именно, на каком уровне? Вот, есть ряд хороших университетов с хорошей репутацией, где очень хвалят образование, но мне кажется, что в ряде университетов используются уже устаревшие подходы, и они работают так, как они привыкли, без поправки на современный мир. Потому что в университете любые изменения происходят крайне медленно. Нужно много согласований, профессорский состав, зачастую люди в возрасте, им нужно адаптироваться. Онлайн это хорошо показал. Многие преподаватели не могли зумом пользоваться, они даже не понимали, где камера в компьютере. И, к сожалению, ну вот такой разворот на какую-то актуальность происходит медленно. Но есть ряд университетов, которые действительно там начинают работать там, с какими-то проектами, коллаборироваться с бизнесом, да, чтобы там делать какие-то партнерские программы, и выпускники могли там, потом поступать, работать. Как ты думаешь, частные университеты в этом плане более гибкие? Может быть, проблема в том, что у нас очень много государственных университетов, государственных компаний, государственного всего, и поэтому оно такое вот, такой медведь такой государственный. Ну, частные могут быть более гибкими. Также есть стандарты, ну, законы, которые они должны соблюдать, но частные университеты, конечно, могут разворачиваться быстрее. У них меньше ограничений, у них меньше требований от государства. Да, они там не распоряжаются этими деньгами от государства. Мне кажется, они могут адаптироваться быстрее. Но государственные университеты тоже есть вот такие вот современные, те, которые прям стараются. Понятно. Что ж, друзья, если у вас есть еще какие-то вопросы на тему университетов в России, то пишите, пожалуйста, в комментариях, ставьте нам лайки, мы это очень любим, и до встречи в следующем видео. А если, кстати, вы учитесь в университете в России, и вы иностранец, расскажите о своем опыте. Расскажите, нам будет очень интересно это почитать. Да, спасибо большое. Пока. Пока.